Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 10 по 16 марта. Давайте узнаем, что же нам раскроют карты. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад, личной истории не расскажет, увы. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но идем дальше. Каковы события ближайшего времени, ближайших дней? Мы с вами смотрим неделю. Это не такой большой срок. В разрезе истории вообще одно мгновение. Давайте узнаем. Никогда не знаешь, что выпадет. Маленькие карты с их рандомным значением. Чего это может касаться? Будем смотреть. Я смотрю, и вы смотрите тоже. Вот вам сразу, мои дорогие девы, вы в центре внимания, но и ваши собственные планы должны быть в центре вашего внимания, помните об этом. Солнце – это всегда перспектива, это как ваша миссия на месяцев 6-8, поэтому до конца года берите траекторию, не ошибетесь. Вам придется себя как и сохранять, так и осуществлять, может быть, свои планы с некоторой коррекцией. Но, наверное, самое главное, чтобы ваша цель была достигнута. И вот это должно быть в фокусе вашего внимания, по крайней мере, с самого начала нам об этом карты говорят. А для вас, может быть, тем не менее, смотрите. Ну, во-первых, может совпасть вот такое значение, как с верхним рядом замок, да? Это как закрытый путь. Кто знает, может быть, это вы куда-то не поедете, или кто-то не приедет к вам. Или, ну, вы вынуждены были что-то продолжать, а вот теперь этот путь закрывается. И закрывается это не потому, что мы этого хотим, а это внешние события. Колокол – это всегда обстоятельства или новости, неожиданные новости, или какая-то информация. Иногда, ну, знаете, как побудительный момент мы встречаем какого-то человека, который нам несет информацию, и он для нас открывает глаза на происходящее. Иногда это мы сами додумываем. Кем-то оброненную фразу, мы ее додумываем, и у нас пазл какой-то складывается в голове. Вот такое тоже может быть. Но я так больше вижу, поскольку первый аркан у вас выпадает Солнце, это у вас новые перспективы. Причем те перспективы, мои дорогие девы, которых вы не ожидали. И поэтому хоть камни с неба для вас задача, ну вот, сохранять собственную целостность, мир, покой, гармонию в вашей душе, потому что вокруг могут напоминать события, что все идет не так. И тем не менее, вот это не так. Может быть, если бы этого не было не так, так и не было бы солнца. Но иногда такое тоже бывает. Не было бы счастья, мы говорим, да несчастье помогло. И у кого-то это может проиграться. Поэтому на вашу жизнь, вот давайте подытожим, не должны влиять внешние события таким образом, когда вы словно, ну, себя ставите на паузу. Потому что даже то, что неожиданно или совершенно, ну, пока не укладывается в рамки нашего понимания, тем не менее, открывает для вас совершенно новую историю вашей жизни, качество, я бы сказала, жизни. Может быть, для кого-то из вас вот этот закрытый путь разрушается, и ведь так тоже может проиграться. В одно направление мы не пойдем, зато для нас, посмотрите, какая красота открывается. Для вас, точнее, мои дорогие девы. И рядом у нас выпадает значение якоря. Это уверенность, это стабильность, это защищенность. Поэтому на смену прежним каким-то, может быть, и планам, или прежнему, может быть, и образу жизни, или тем перспективам, которые вы строили в предыдущий период. Здесь идет перезагрузка, и ваша задача как раз ее и пройти. И пусть это будет связано с какой-то одной новостью. Но, видимо, она может проиграться как побудительный мотив. Вы можете получить действительно известие. А более того, кто-то может получить документ, когда выпадает письмо или конверт. Иногда это как прелюдия денег, это важные договоренности, подписание важных соглашений.
Это всегда официальный какой-то документ, и значит, какие-то важные договоренности вы можете достичь. Или для вас могут быть оформлены отношения, может быть отношения по работе, или перспективы по части личной жизни, тут тоже более какие-то конкретные. Но это идет в разрезе тех обстоятельств, которые присутствуют в обстановке вокруг вас. Вы от этого каким-то образом зависите. И поэтому, ну, такое некоторое переформатирование или перезагрузку вам придется осуществить. Может быть, себя на что-то уговорить. Именно потому, что обстоятельства меняются. Да, вот это значение цепи, сердечная тяжесть. Ни на что конкретное не переложишь. Это внутреннее такое наше состояние, когда мы можем сомневаться, или душевная тяжесть, когда, ну, как предчувствия какие-то, или неудовлетворенность. Мы планировали что-то одно, а тут на тебе, тут идет что-то совершенно по-другому. Но так или иначе, вот это солнце, это то, что есть смысл продолжать. Поэтому видите свои или увидите свои перспективы. Нет смысла о чем-то сожалеть. Вот мне хочется сказать просто так. Потому что для вас совершенно новое качество жизни уже на пороге. Мы можем, конечно, застрять, сожалея о том, что наши прежние планы, ну, не приведены в действие. Здесь вас могут, мои дорогие, кстати, провоцировать. И для кого-то будет вот это значение сердечная тяжесть как раз идти в соединении с конфликтом или конкретными людьми, которые могут с вами не соглашаться или провоцировать какой-то конфликт. Может быть, и прежде была с кем-то ссора, и здесь остается человек в вашей жизни, и он будет себя эмоционально очень ярко проявлять. Я вам предлагаю прочитать на моем сайте «Преломление реальности». У меня последняя статья. Она описывает период до 13 апреля. Сильные эмоции. Это период ретроградной Венеры, и в центре вопросы как и нашего благополучия, любви, денег. Ну, благополучие, понятно, оно строится и от работы, от наших достижений. И поэтому в разные контакты или в разных сферах жизни у вас могут быть, и это будет связано, что именно нас люди иногда из-за своего эмоционального восприятия как будто подталкивают на конфликт. Поэтому не поднимайте перчатку. Вот что я хочу сказать. Прочитайте статью. Я думаю, что вам, ну, некоторые моменты вы будете более беспристрастно смотреть на взаимоотношения с людьми или на какие-то обстоятельства. Помним, мои дорогие, что наша задача, первая, это адаптироваться, а вторая, организовать свою жизнь в каком-то новом ключе. Это как задача 2025 года. И пока я с вами говорила, проверяла, что тут у вас еще может совпасть. Не вижу больше совпадений, поэтому идем дальше. Дополним картами Таро. И первая карта – это неожиданность. Неожиданность события этой недели. А вторую карту я хочу назвать «Добрые события». Какая правда откроется. Или что вас обрадует, или приятно удивит. И к чему все это идет? Сфера ваших достижений, денег и работы. Личная жизнь. Что же в неожиданностях для вас, девы? Апатия. Вот в неожиданностях. Правда, эмоциональное восприятие. И, по сути дела, вот этот кубок как будто парит уже за спиной у показанного молодого человека на карте, но он этого не видит. Для того, чтобы увидеть эту возможность. Она пришла каким-то нежданным, негаданным путем. Как будто этот кубок, да еще и с крыльями, это колода Таро ангелов-хранителей или поддержки патронажа ангелов. И на некоторых изображены ангелы в картах. А иногда, вот как на этом кубке, крылья как будто. То есть это как небесное благословление или как какая-то возможность судьбоносная, которая к вам приходит совершенно с другого направления. И вам это важно будет увидеть. Поэтому даже если какая-то новость, информация вас ставит в тупик, помните, это что-то завершается и сразу начинается новый жизненный этап. Поэтому не застревайте в какой-то апатии, не позволяйте себе вот окунуться в этот эмоциональный омут, когда мы ничего не видим, вот как этот молодой человек. Вроде как нужно оглянуться, а он оцепенел, он смотрит на 3 пустых кубка. Не оглядывайтесь назад.
Не пытайтесь реанимировать то, что само пытается, может быть, оттолкнуться, уйти из вашей жизни. Тут явно что-то не может быть продолжено. А вот начато в каком-то красивом ключе, с новыми перспективами, когда для вас на кону новое качество жизни, когда у вас на кону новый уровень вашей защиты, уверенности, стабильности, солнце и якорь, что может быть лучше. И более того, вот этот пакет, он как раз говорит о том, что эта стабильность или это солнце будет приумножено и развито в какой-то прогрессии и одновременно положено на документальное оформление. Это тоже дважды приносит вам стабильность, признание, мои дорогие, признание ваших заслуг, признание. Вы сами должны признать, что какой-то период жизни вы прошли не просто так. Он был вам нужен для того, чтобы вы смогли, может быть, достичь сегодняшнего дня или что-то осуществить. Но теперь следующая задача – вот эта самая трансформация или перезагрузка. И увидеть эту возможность там, где вы ее не ждете. Давайте посмотрим добрые события, что вас приятно удивит или обрадует. Правда, перезагрузка. Поэтому и паж жезлов – это всегда новое начинание, это креативность, энтузиазм и мотивация. Конкретно так и прописано в этой карте. Кто-то из вас может изучать новые направления в деятельности, может изучать конкретно науки, может быть, вы обучаетесь. Но это, знаете, как ремесло может быть, потому что паж – это всегда жезлов, тем более дела, работы, бизнес, и именно новые какие-то перспективы, какая-то реорганизация с новыми направлениями, с новыми возможностями. Да, мы еще в начале пути, поэтому нам приходится учиться, или этот путь новый мы должны как-то проходить осторожно. Но положительный момент – мы вдохновлены, нам хочется этим заниматься. Мы чувствуем то место, где наше солнце. И поэтому новый жизненный путь, новые перспективы, новые возможности, повторяюсь в очередной раз, это то, что как добрые события или то, что вас приятно удивляет. Это могут быть как предложение новой должности, к примеру, или нового направления в вашей работе, какая-то креативность в отношении вашего бизнеса или личного дела, ну, так или иначе. Новые перспективы и, может быть, какой-то прежний закрытый путь как раз. А вам туда и не надо. Вы можете сожалеть. Мы ведь с вами говорили вроде как, эх, путь закрыт, да? Вот этот замок, который вам выпал. А нам говорят, да и ладно, закрытый, оставь его закрытым. У тебя тут совсем другое на пороге. У тебя открывается вместо какого-то колокола с этим закрытым путем совершенно новая какая-то история, которая тебя и захватит эмоционально, в хорошем смысле, и вдохновит, и откроет совершенно как другой мир, более радостный, более счастливый, более светлый. И это задача увидеть. К чему все идет? Вы знаете, когда выпадает рыцарь жезлов, это нужно быть готовым к неожиданностям. Это карта стремительности, быстроты, и поэтому к чему все идет? Вот эти скорые перемены, они продолжат свой быстрый ритм. Вы будете что-то согласовывать, возможно, вам придется совершить даже мелкие поездки по каким-то инстанциям или ключевым партнерам. Много будет важных разговоров, контактов, и это для вас делать все же совершенно необходимо. Причем где-то карта предвещает, будь готов к неожиданностям. Значит, вы можете столкнуться с разной точкой зрения людей, ну, точно так же и с разным мировосприятием, поэтому к этому тоже определенно следует быть готовым. Но в карте прописано, если ты уверен, вот то, что ты действительно веришь, это тебе будет помогать пройти вот этот путь. Ты немножко будешь сам по себе. И поэтому ваше направление или ваша цель, ваше намерение сохраняйте, мои дорогие девы. Вы просто это переложите на ту реальность, в которой вы сейчас проживаете. Меня смотрят люди из разных стран. И у каждого своя обстановка. И что бы там вокруг вас не происходило, хоть камни с неба, для вас действительно открываются новые возможности. Поэтому, с одной стороны, карта говорит, ты все же, дева, будь готов к неожиданностям, но помни, что ты именно теперь можешь построить новое качество жизни. Вот давайте на ваши достижения, деньги, работу. Но есть сожаление. И я говорила, да, в самом начале, когда мы открывали карты, где-то есть на некоторых картах колоды
ангелы, где-то их просто нет. И там, где их нет, это то, что зависит от вас самих. Посмотрите, тройка мечей или тройка воздуха, аж 2 ангела. Я называю тройку мечей всегда карта здорового равнодушия. Это болезненная какая-то ситуация, но это то, что было прежде. Это уже не теперь. Это некоторое послевкусие после пережитых разочарований или какого-то горя, или очень сильных разрушающих эмоций. Есть какое-то сожаление. Может быть, сожаление о том, что мы прежде, кстати, ну, как-то неправильные ориентиры выбрали. Или мы в чем-то ошиблись. Поэтому карта говорит, ты прощай себя. Прощай себя за прежние ошибки. Это очень важно. Мы люди с вами. И поэтому подумаешь, ошибся 100 раз, еще 150 раз. Мы с вами ошибемся. К этому тоже нужно быть готовым, вот как эти неожиданности. И если мы допускаем или позволяем себе право на ошибку, значит, мы более свободные люди. Мы более уверенно идем вперед. И поэтому прости себя, может быть, и прости других. И так и конкретно прописано. Выздоровление. Это всегда карта прошлого, повторяюсь, но в этой колоде акцент идет именно на том, что сейчас идет период выздоровления. И вот эти 2 ангела, они как будто успокаивают, утешают. И прописано тристеца, ну, как грусть, сожаление, тоска, может быть, даже по ком-то. Такое тоже может у кого-то в жизни проигрываться. Но мы не должны, как вот нам уже показала карта, надолго застревать в прошлом. Мы живем в моменте здесь и сейчас. И наша задача, несмотря на эти сложные эмоции, идти вперед. Вот такая перезагрузка, мои дорогие. Но помните, что для вас это период выздоровления. И значит, какие-то новые перспективы, как я уже говорила, добрые события, они у вас уже на пороге в личной жизни. И в личной жизни выпадает туз воды, радость, приятные эмоции. Вообще, это когда сбываются наши мечты, сбываются наши желания. Ну, где-то эта карта об интуиции говорит тоже. И сам ангел стоит за спиной девочки, словно благословление, ведь туз – это как единица. Это тоже символ где-то начала нового качества жизни, более счастливого, более радостного. И в личной жизни у кого-то это может быть выход из одиночества, у кого-то встреча может быть с теми людьми, родственниками, с которыми вы на расстоянии, или более благополучное решение каких-то внутрисемейных задач, вопросов, тем. Может быть, как добрая весточка от вашего любимого человека, и вы захотите, если вы находитесь вдали друг от друга, быстрее встретиться, и значит, к этому будут возможности. У кого-то это может проиграться как новое знакомство, ну пусть и даже не на этой неделе, если, к примеру, тут ведь наша задача еще увидеть этот кубок, понимаете? Если мы начинаем сожалеть о прошлом, или, к примеру, прежде в вашей жизни была добрая история любви, но в силу непреодолимых событий, которые произошли в вашей жизни, этого человека уже нет. Но, значит, задача отстроить новую историю любви, мои дорогие. Одним словом, трансформация, перезагрузка, прощение и выздоровление. И новые перспективы, новое солнце, которому уже следует уделять внимание не только на этой неделе, а нам уже карты предвосхищают вот такой уверенно более радостный период на последующие 6-8 месяцев до конца года. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.